Всем привет и добро пожаловать на мой канал Шура Арт Лайф, где мы с вами учимся вязать и не только. В этом видео мы с вами свяжем вот такую вот бамбуковую сумку, бамбуковые ручки. Цвет пряжи называется бамбук, поэтому над названием я особо сильно уже не стала заморачиваться. Вязать мы ее будем узором ратанг, очень интересный узор. Также мы с вами научимся делать вот такое вот идеальное бесшовное соединение, чтобы наши половинки не съезжали и петельки тоже оставались ровными. Данную сумку можно связать абсолютно из любого цвета, абсолютно любого размера. И если вам тоже понравился такой цвет, то в описании я вам оставлю ссылку на интернет-магазин, промокод на скидку в 5%. И не буду задерживать вас сильно надолго, видео и так получилось достаточно длинным, поэтому давайте пойдем разберем материалы и будем вязать. Итак, три самых важных ингредиента для нашей сумки узором ратанг — это, во-первых, пряжа. Расход у нас будет 2 мотка. У меня это бисквит, цвет бамбук. Далее это ручки. Ручки обязательно должны быть 13 сантиметров, так как вязать мы будем с вами небольшую сумочку. Также они бывают и размером побольше. У меня вот для примера есть ручки 17 сантиметров диаметром. Соответственно, если вы возьмете ручки 17 сантиметров, то расход у нас увеличится до 3 мотков. Сумка будет намного тяжелее и получится, знаете, такой себе шопер, достаточно большой, с короткими ручками. Еще один немаловажный ингредиент, так скажем, это крючок. Крючок двухсторонний. Им очень удобно вязать наш узор. Также, если у вас нет двухстороннего крючка, подойдет любой обычный. Размером 7. У меня крючок попался размер 6,7. В общем, ничего сложного у нас в вязании данной сумки не будет, поэтому давайте начнем вязать, и я вам все подробно покажу. Начнем мы с вами с набора столбиков на ручку. Нам необходимо оставить небольшой отрезок нити, чтобы потом исправить все неровности. Захватываем вот так вот рабочую нить. Придерживаем наш отрезочек пальчиком, чтобы ничего не распустилось, и провязываем первый столбик. Далее, смотрите, проверяем, чтобы нить лежала на пальце изнанкой кверху, вот таким вот образом, иначе наши петельки будут перекрученные все и некрасивые. Далее заводим крючок, захватываем нить и провязываем второй столбик. Сделать это будет вначале немножко сложновато, так как у нас вот эта ниточка не закреплена никак. Но ничего страшного, подтянем ее, и вот у нас уже 2 столбика на нашей ручке. Далее заводим крючок, провязываем 3 столбика, вот так вот. И таким образом нам нужно с вами набрать 20 столбиков. Четыре. Обязательно проверяем, чтобы нить лежала изнанкой кверху. 5. Вот что у нас с вами получается. Все эти петельки, столбики мы сдвигаем друг к другу поближе. И вот если мы посмотрим вот так, то получается мы обвязали с вами ровно половину нашей ручки. И давайте сразу перейдем к вязанию нашего первого ряда. Первый ряд у нас с вами, так как мы провязали наши столбики в эту сторону, первый ряд наш будет обратным рядом. И давайте сделаем петлю подъема. Вязать мы будем с вами вот сюда, за задние стеночки наших вершин наших столбиков и за перемычки вот эти вот. Сейчас давайте покажу. Самый первый столбик для симметрии мы с вами сделаем вот сюда в галочку, а потом уже продолжим вязать за задние стеночки. Смотрите, заводим крючок в галочку вот таким вот образом, захватываем рабочую нить и вытягиваем первую петельку. И вот смотрите, обязательно проверяйте, чтобы нить лежала изнанкой кверху, тогда наши петельки будут уже выходить ровно лицевой стороной.
Итак, провязываем первый столбик таким образом. Вытаскиваем крючок, вставляем сначала в нашу вот эту петельку, которую мы вытащили, потом в воздушную петлю подъема и проводим эту петлю подъема через нашу петельку. Все это аккуратно поправляем руками. Вот что у нас с вами должно было получиться. Далее делаем воздушную петлю для продолжения ряда. И теперь будем вязать за задние стеночки наших петелек, наших вершин. Находим нашу самую первую вершину из нашего ряда. Вот сюда. Вставляем крючок в вершину. Заводим. Вытаскиваем нить. И вот что у нас с вами получается. Вытаскиваем крючок, вставляем сначала в нашу петельку, потом в вершину. И проводим через нашу петельку нашу вершину. Все это дело поправляем руками. Обратный ряд у нас самый сложный. Делаем воздушную петлю. Опять поправляем руками все. И вот у нас уже с вами 2 столбика. Далее. Вот она наша следующая вершина. Мы вставляем крючок сюда под вершину. И сзади вот она, видите, перемычка. Под перемычку, чтобы у нас вязание было аккуратным. Здесь мы под перемычку не вставляли, так как она закрыта, и это наш самый первый столбик. Поэтому вяжем далее вот так. Вытянули, видите, уже 3-й столбик. Достаем крючок, вставляем сначала в петельку, потом в вершину и протягиваем вершину через петельку, которая у нас была на крючке. Обязательно это все можем вытянуть нить, аккуратненько выложить этот наш столбик и подтянуть. Вот у нас уже 3 столбика. 3 столбика есть. В следующий столбик мы будем делать прибавку с вами. Вставляем крючок за заднюю стеночку и сзади под перемычку заводим. Вот таким вот образом, видите? Захватываем нить и вытягиваем. Вытягиваем ее посильнее, так как она у нас перекручивается. Выравниваем и продолжаем вязать. Подтягиваем и провязываем воздушную петлю. Поначалу будет немножко неудобно, так как самый первый ряд он самый сложный, все петли будут перекручиваться, тем более он идет обратный ряд. И теперь смотрите, прибавку мы вяжем сюда же, в эту же вершину. Вставляем крючок опять таким же образом. Вот видите, наша петелька, наш первый столбик прибавки. Вот она перемычка, и вот вершина, задняя стенка нашей вершины. Захватываем рабочую нить и вытягиваем второй столбик. И вот у нас получается прибавка. Точно так же достаем крючок, вставляем сначала сюда, потом сюда и протягиваем через петельку на крючке, делаем воздушную петлю. Вот мы с вами провязали уже 3 столбика и прибавка. Далее нам нужно с вами провязать еще 3 столбика и 1 прибавку. Вставляем в середину, проверяем сзади вершина, вытянули, достали и протянули. Снова вставляем вершину, сзади проверяем перемычку, вытягиваем. Старайтесь вытягивать на уровне всех наших вот этих предыдущих столбиков. Сильно старайтесь не затягивать, иначе получится не очень красивый затянутый узор. И воздушная петля. Далее 3-й столбик, 3-я вершина. Сзади проверили перемычку, вытянули, вытащили, вставили заново и протянули. Давайте поправлю сразу. И вот что у нас с вами получается: 3 столбика, прибавка. Вот здесь 3 столбика, и сейчас мы будем с вами провязывать еще одну прибавку.
Вставляем также, вытягиваем первый столбик прибавки, провязываем его, воздушная петля обязательно, между каждым столбиком у нас воздушная петля. Сюда же в эту же петельку вставляем крючок снова, вытягиваем еще один столбик, вытаскиваем и провязываем. Все это дело поправляем. И вот у нас с вами готова еще одна прибавка. Далее вот здесь посередине у нас с вами будет 5 столбиков. Вставляем крючок, обязательно проверяем, чтобы рабочая нить лежала изнанкой кверху. Вытянули и воздушная петля. И вот смотрите, провязала 5 столбиков. Теперь у нас будем вязать в зеркальном порядке. Теперь мы будем вязать прибавку вот здесь, как и вот здесь. Далее 3 столбика, как здесь 3 столбика, снова прибавка, как здесь, и снова 3 столбика. То есть мы с вами будем вязать в зеркальном порядке все то, что мы провязали вот с этой стороны. И вот у нас с вами осталось последние 2 вершины. Точно так же, как и здесь, мы провязываем 2 столбика в вершины и один последний вот сюда, вот в нашу галочку. Как в самом начале мы делали для симметрии, провязывали 1 столбик в галочку и продолжили в эту же вершину от этого же столбика. Первый столбик. Следующую вершину, второй столбик, вот смотрите, 2 столбика провязали, и последний столбик мы провязываем вот сюда, вот наша петелька, которая не закреплена, между ней и самой первой петелькой вот сюда в серединку, вот так вставляем крючок. Сзади тоже мы должны выйти посерединке, как в самом начале, и вытягиваем последний 3-й столбик. И вот что у нас с вами получается. Проверяем: 3 столбика здесь, 3 столбика здесь, прибавка, прибавка, снова 3 столбика здесь, 3 столбика здесь, прибавка, прибавка, и по центру у нас идет ровно 5 столбиков.
Второй ряд у нас будет идти всегда без прибавок. То есть каждый четный ряд мы будем вязать без прибавок, а каждый обратный ряд нечетный мы будем делать прибавки. И давайте для начала я вам покажу, как делать это обыкновенным крючком, то есть не двухсторонним. Воздушную петлю мы в начале ряда подъема не делаем, так как у нас есть воздушная петля для продолжения ряда, которую мы делаем как обычно. То есть вот смотрите, еще раз покажу, мы вот вытянули петельку и делаем воздушную петлю для продолжения ряда, и здесь она же будет считаться для петлей подъема. Итак, вставляем крючок между нашими столбиками, вот сюда под вершину. Вот если мы присмотримся, вот 2 петельки нашей вершины. Под вершину таким образом, вот видите, у нас сзади есть вот такие вот галочки, чтобы у нас крючок вышел ровно посередине этой галочки, вот таким вот образом. Вот видите, вот она следующая галочка и так далее. Проверяем, чтобы нить лежала изнанкой кверху, и вытягиваем первый столбик. Вытаскиваем, вставляем крючок с этой стороны, захватываем и вытягиваем. Делаем воздушную петлю для продолжения ряда. Вот так вот у нас это все будет выглядеть. Далее снова вставляем крючок между нашими столбиками и находим, вот она, вот видите, следующая галочка. Таким образом нам нужно вставить, чтобы он вышел вот посередине нашей галочки. И вытягиваем следующую петельку. Достаем крючок, вставляем с этой стороны и вытягиваем, помогаем пальчиками, делаем воздушную петлю для продолжения. Петли поправляем, и вот таким вот образом мы вяжем, если у нас крючок не двухсторонний. Как же мы вяжем двухсторонним крючком? Опять находим нашу серединку между петельками, сзади проверяем, вышли между галочки, захватываем нить, и теперь мы просто вот таким вот образом, видите, захватываем нашу петельку и вытягиваем ее. Делаем воздушную петлю, поправляем. Вот здесь мы вяжем посередине нашей галочки. Прибавки в этом ряду мы не делаем. Выйти мы должны уже здесь не в галочку, как вот в этих петельках, а между нашими прибавками. Захватываем нить, вытянули, захватили и протянули. Вот таким вот образом нам нужно с вами провязать до конца ряда без прибавок и убавок. Вот видите, проверяем, между галочки вышли, вытянули, захватили, пальчиком можно себе помогать, поправлять сразу, и провязываем еще один столбик. Серединка, между галочки, вытянули и провязали. Обязательно поправляем петельки наши. Таким образом провяжите до конца ряда. Мы подошли с вами к концу ряда, у нас остались последние петельки, мы с вами их провяжем вместе. Находим сзади галочку, обязательно не забываем это место проверять. И провязываем последние несколько петелек до конца ряда. И вот смотрите, у нас осталась вот здесь петелька. Вытягиваем. И смотрите, ряд заканчивается немножко несимметрично. И для симметрии нам нужно провязать один столбик вот сюда. Получается, вот она наша петля подъема, с которой мы начинали вязать. Мы провяжем, вставим крючок вот в эту петельку. Вот таким вот образом, видите, вот в петлю подъема мы вставляем крючок и провязываем последний столбик для симметрии.
Подтянем аккуратно, провязали и поправляем. И вот наш ряд готов. Переходим к вязанию нашего третьего ряда. И в этом ряду у нас уже будут делаться прибавки. Насчет прибавки в каждом ряду мы с вами будем делать в шахматном порядке. То есть вот она, наша галочка предыдущего ряда. Давайте я вам поближе покажу. Вот так вот. В этом ряду мы сделаем прибавку вот в эту петельку над первой галочкой. В следующем ряду мы сделаем над вот этой вот петелькой галочки. Давайте покажу. Обязательно все мы делаем в шахматном порядке и зеркально. Итак, теперь мы вставляем крючок также между петельками. И сзади мы проверяем так, чтобы он вышел у нас между галочками нашими. Захватываем нить, вытягиваем, равняем все и протягиваем нашу петельку вот так вот. А дальше мы с вами провяжем еще 2 столбика до вот этого момента. Вот видите, наша прибавка в предыдущем ряду. Вот сюда мы будем делать следующую прибавку в шахматном порядке. Соответственно, до прибавки нам нужно провязать еще 2 столбика. Вставляем крючок, проверяем сзади галочку, захватываем нить и вытягиваем ее. Меняем крючок и провязываем. Воздушная петля. Снова вставляем крючок между, сзади видите, между галочкой, захватываем нить и вытягиваем ее. Провязали. Вот мы дошли с вами до прибавки. Вставляем крючок и провязываем первый столбик нашей прибавки. 1, воздушная петля, поправляем вязание, двигаем немножко наш столбик и сюда же будем вязать второй столбик нашей прибавки. Вот так. И провязали. Все это дело поправим аккуратненько. И вот у нас уже готова прибавка. Дальше мы находим с вами следующую нашу прибавку. Вот она. Вязать мы будем в эту петельку, так же, как и здесь. Вот она, видите, продолжение. И, соответственно, раз вяжем мы сюда, то до следующей прибавки у нас остается 1, 2, 3 и 4 столбика. Давайте их провяжем. И вот мы с вами провязали 4 столбика до нашей следующей прибавки. Вот она, прибавка, вот продолжение. В эту петельку мы вяжем прибавку. Первый столбик прибавки вытягиваем, воздушная петля, и сюда же вставляем крючок, проверяем сзади также в галочку. И второй столбик прибавки, воздушная петля. Все это дело мы поправляем. И теперь смотрите, нам нужно с вами провязать все вот эти прибавки в зеркальном порядке, так же как и здесь. То есть вот здесь мы вязали в эту петельку прибавку, да? Соответственно, вот она прибавка. Вот с этого края вяжем вот в эту петельку. Так же, как и здесь. Вот, видите? Крайние петельки, ближние к нам. Вот следующая прибавка. Вот она. Вяжем в ближнюю к нам петельку. Доходим сами до следующей прибавки. Так, вот я довязала до следующей прибавки.
Видите, первую петельку я провязала, а вторую, которая ближе к нам, оставила. Итого у нас в центре между прибавками получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. Далее у нас идет 1, 2, 3, 4 столбика до прибавки, чтобы получилось в зеркальном порядке. Провязываем сначала прибавку. Первый столбик, немножко его пододвинем. И сюда же провязываем второй столбик прибавки. Далее у нас, давайте проверим, 1, 2, 3, 4. И вот наша ближняя к нам петелька, сюда мы провяжем прибавку. Вот так вот провязали 4 столбика. Далее у нас прибавка. И 1, 2, 3 столбика остается. Вот сюда вяжем прибавку. 1, 2. И последний, как и в предыдущем ряду, мы провяжем вот сюда в воздушную петлю, получается, подъема. Вяжем прибавку. Второй. И вот она, наша петелька. Вот сюда, видите, вот в эту вот петлю мы провязываем последний наш столбик. Вот видите, петля подъема, которая была у нас. Вот в нее мы с вами провязываем последний столбик. Наш ряд готов. Проверяем обязательно в зеркальном порядке. У нас здесь 3 столбика прибавка, далее по 4 столбика прибавки, и между последними прибавками у нас посередине 7 столбиков. И давайте сразу перейдем к вязанию нового ряда. 4-й ряд, четный ряд, и вяжем мы его без прибавок и убавок. Первый столбик, между ними галочка, второй столбик, третий столбик, вот сюда между нашей прибавкой вяжем следующий столбик, и так далее до конца ряда уже провяжите сами. Итак, вот я довязала до конца ряда, и вот она, видите, наша петелька, дополнительная петелька, которую мы до этого провязывали с вами. Чтобы сравнять наш ряд, вот сюда мы вставляем крючок, вот вершину этой петельки, провязываем последний столбик. Вот так. Далее переходим к вязанию нашего 5-го ряда. И смотрите, прибавки в шахматном порядке. Вот она, наша первая прибавка, вот она, вторая прибавка. Соответственно, следующую прибавку мы будем делать не в эту петельку, а вот в эту. То есть вот так будут идти наши прибавки. То есть одна с этой стороны, другая с этой, потом с этой, потом с этой и так далее. Давайте теперь посчитаем столбики до нашей первой прибавки. Вязать мы ее будем в дальний от нас вот этот вот столбик. И давайте посчитаем. Это 1, 2, 3 и 4 столбика. Вставляем крючок в серединку. Проверяем, вышел в галочке.
вытягиваем и провязываем первый столбик. Немножко его подтянем, чтобы все было аккуратненько, красиво. И провязываем петлю воздушную. Вот так. Далее следующий столбик, второй, 2, провязали. Далее третий столбик, и провязали. И последний перед прибавкой. Ой, забыла сделать воздушную петлю. Обязательно, пожалуйста, не забывайте делать. Последний столбик перед прибавкой, четвертый, и воздушная петля. Вот мы можем еще раз пересчитать. 4 столбика. Вот она, наша вторая петелька галочки, так скажем. И вот сюда вяжем прибавку. Провязали. Далее у нас вот здесь вот следующая прибавка, она тоже съезжает в эту сторону. Соответственно, давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5 столбиков до следующей прибавки нам нужно провязать. И последний, 5-й столбик, воздушная петля. Все поправляем, считаем. И вот мы дошли до нашей прибавки. Провязываем прибавку. И смотрите, теперь в шахматном порядке мы с вами меняем наши прибавки. То есть вот она была первая прибавка. Эту прибавку мы вязали вот в ближний к нам столбик. Следующую прибавку вяжем в дальний от нас столбик, да? Получается, вот здесь у нас прибавка съехала сюда и здесь съехала сюда. Между ними у нас должно остаться 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и последний 7-й столбик. Прибавка. И вот здесь, чтобы не запутаться, мы просто можем посчитать, сколько вот здесь столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков вот здесь мы провязываем до следующей прибавки. 1, 2, 3, 4, 5. И вот мы, получается, оказываемся на следующей прибавкой. Вот сюда. Далее у нас с вами остается 4 столбика с начала ряда. 1, 2, 3 и последний, вот он, 4-й, вот сюда, для симметрии. Дальше, думаю, вы справитесь сами. Ничего сложного в этом нету. Прибавки мы вяжем с вами в шахматном порядке. То есть вот здесь вот уже более-менее заметно вот наша первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка. Следующая прибавка будет над вот этим вот столбиком. Ну а начиная от середины мы с вами вяжем в зеркальном порядке. То есть продолжаем вязать с этой стороны то, что мы вязали вот с этой стороны. В принципе, ничего сложного в этом нету. Узор достаточно легкий, достаточно плотный, достаточно хорошо держит форму. Поэтому, думаю, до конца ряда вы уже сами провяжете. После этого вы провяжете обратно четный ряд без прибавок и убавок, то есть как все вот эти до этого предыдущие ряды мы четные вязали, без прибавок вы провяжете до этого конца, и дальше я вам покажу, что делать. Итак, вот мы с вами подошли к концу нашего обратного ряда, который мы вязали без изменений. И теперь нам нужно уже перейти на наши лесенки. И вот здесь вот в конце обратного ряда мы с вами не довязываем 3 столбика. Вот первый, второй и последний вот здесь мы делали в край для симметрии. 3 столбика мы не довязываем.
И переходим к вязанию следующего 7-го ряда. И вот она, наша петелька. Сюда мы вяжем первый столбик. И воздушная петля. И вот смотрите, у нас тут сразу идет прибавка. Если смотреть в шахматном порядке, первая была здесь, вторая здесь, потом здесь, соответственно, следующую прибавку мы вяжем вот в этот столбик, так как предыдущую мы вязали в дальний. Теперь мы вяжем в ближний столбик, соответственно, у нас этот ряд будет начинаться с одного столбика и далее будет идти прибавка. Вот так. А дальше мы все делаем так же, как и обычно. То есть находим нашу следующую прибавку. Вот она. И вязать мы будем уже, опять же, не в дальний, а в ближний к нам столбик. Вот сюда. И давайте посчитаем. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков нужно провязать до следующей прибавки. И последний 6-й столбик. Пересчитали. Вот у нас идет первый столбик нашей прибавки. Провязываем прибавку. Далее все повторяем в зеркальном порядке. Здесь мы вязали в ближний к нам столбик, находим, вот она, следующая прибавка наша, видите, и вяжем в ближний к нам столбик, вот сюда, в зеркальном порядке. Значит, до следующей прибавки у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков провязываем. Далее у нас идет прибавка, после прибавки мы провяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. Провяжем прибавку и 1 столбик, а после вернемся с вами обратным рядом и также не будем довязывать 3 столбика. То есть вот сюда смотрите, когда мы вернемся с вами обратным рядом, 1 столбик у нас вот здесь, а вот в конце должен быть для симметрии, 2, 3, то есть закончим мы с вами перед прибавкой. Так как закончили мы с вами вязать ряд перед прибавкой, вот она. Получается, что следующий ряд мы с вами уже будем вязать с 2 прибавками, только вот этими. Довязываем до нашей первой прибавки в этом ряду. Мы будем вязать над правым столбиком, получается, вот в эту петельку. Далее мы находим следующую нашу прибавку, и чтобы получилось зеркально, мы провязывать будем прибавку вот здесь, получается, над левым столбиком прибавки предыдущего ряда. То есть с этой стороны над правым, здесь над левым, чтобы получилось зеркально. И также, чтобы получилось ровненько, аккуратно, и началась новая лесенка, в конце этого ряда мы с вами не довязываем 3 столбика. Проверяем 9 ряд. Прибавка. Первая прибавка идет в правый столбик, вторая прибавка идет в левый столбик. Итак, между прибавками у нас должно получиться 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Посередине у нас 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И с этой стороны должно остаться тоже 7 столбиков. Вот прибавка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 1, 2, последний, 3 мы не довязываем. 10 ряд мы возвращаемся без прибавок и убавок. Точно так же не довязываем 1, 2, 3 столбика. Вот здесь мы должны с вами остановиться. Итак, я провязала 10 ряд обратно без изменений, не довязала 3 столбика и пошла уже на 11 ряд. 11 ряд и все последующие у нас будут отличаться тем, что мы не будем уже вязать прибавки в шахматном порядке. Нам не нужно, чтобы наша сумка дальше расклешалась. Нам достаточно будет вот такого расстояния для дна, и все эти прибавки мы будем вязать уже друг над дружкой, то есть
с этой стороны наша первая прибавка в ряду будет идти всегда над правым столбиком от прибавки, а в этом ряду всегда будет идти над левым, чтобы у нас все время посередине между прибавками оставалось ровно по 9 столбиков, чтобы наша ширина сумки не изменялась, чтобы была уже одинаковая. Получается, 11 ряд у нас идет 5 столбиков прибавка, посередине 9 столбиков, и теперь все время дальше посередине будет идти 9 столбиков прибавка, и здесь получается 5 столбиков, до конца ряда не довязываем 3. Возвращаемся сюда без прибавок и убавок. После того, как вернулись 3 столбика не довязали, мы с вами вяжем новый ряд, который будет состоять 3 столбика, прибавка, которая будет идти также над правым столбиком нашей прибавки первой, 9 столбиков, прибавка над левым столбиком нашей прибавки предыдущего ряда, и 3 столбика мы провязываем здесь. Вот так выглядит наш 13 ряд. 3 столбика проверяем, прибавка, прибавка над правым столбиком предыдущей прибавки, точно так же, как и тут, и тут. Далее у нас идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков нашей серединки низа нашей сумки получается, и прибавка в левый столбик. Вот сюда, видите, как здесь и как здесь. Далее после прибавки у нас идет 1, 2, 3 столбика в зеркальном порядке. Теперь давайте посчитаем наши лестницы, чтобы у каждого они совпали. Это 1, 2, 3, 4, 5 лестниц с этой стороны, 1, 2, 3, 4 и 5 с этой стороны. Теперь смотрите, это был наш последний ряд с прибавками, и нам нужно теперь с вами сгладить наши вот эти вот лестницы. Поворотный ряд мы с вами вяжем без изменений. Это получается четный 14 ряд. Мы вяжем без изменений вот до этого момента. И потом я покажу вам, как сгладить все наши прибавки. Итак, вот я провязала 14 ряд обратно и дошла до нашей первой лесенки. Приблизила камеру, чтобы вам было более подробно все видно. И давайте теперь покажу, как мы будем провязывать вот эти вот переходы наших лесенок. Вот у нас есть последняя петелька наша, которую мы вязали для симметрии, и петелька с нижнего ряда, которая, видите, переходит в нашу лестницу. Вот в эту петельку мы с вами будем вставлять крючок и провяжем такую себе, знаете, прибавку. Вот так. Подтянем это все аккуратно, но не сильно, чтобы у нас не было больших таких перепадов. И вот у нас получилась прибавочка такая. Далее мы идем дальше по лестнице этой, точно так же, как мы вязали и до этого. Просто вяжем наши столбики. Первый столбик. Далее второй столбик. И последний третий вот сюда, как мы вязали и до этого, для симметрии. Вот так. И вот у нас с вами получился первый переход. Пока он еще не сильно ровный, но обратным рядом мы с вами его подправим, и он будет ровнее. И давайте перейдем на следующую лесенку. Вставляем крючок и повторяем то же самое. Вот она, наша петелька, которая переходит в следующую лесенку, и вот сюда мы вставляем крючок и провязываем как бы прибавку. Вот так. Вот что у нас с вами должно получиться. Далее мы провязываем 3 столбика по следующей лесенке.
Первый. Второй. И последний, третий. Вот сюда, который мы вяжем для симметрии. Вот так. Видите, наши лестницы уже более-менее сглажены. Далее еще раз покажу. Вот она, наша петелька, которая переходит в следующую лесенку. Вставляем крючок в нее и вытягиваем еще один столбик прибавки. Крючок застрял. Вот так. Дальше уже вот эти лесенки провяжите сами, и я покажу вам, как вернуться обратно. Довязали до конца, и теперь будем вязать обратный ряд. Он у нас тоже будет немножко отличаться. Сначала мы дойдем до того момента, где у нас лесенка начинается. Провязываем, получается, 3 столбика. Два. И третий столбик мы с вами будем вязать вот как раз перед тем столбиком, который мы провязывали прибавкой. Вставляем крючок, вытягиваем столбик и провязываем. Далее, смотрите, так, как бы это все подвернуть. Смотрите, мы провязали 3 столбика. Теперь у нас вот здесь мы делали с вами прибавку, добавляли вот этот столбик для симметрии, чтобы не получилось вот здесь дырочка. Вставим крючок вот сюда, под вот этот вот столбик наш, который мы вязали с вами вот здесь на самом углу нашей лесенки для симметрии. Вставляем крючок также в него, вот так, видите? Захватываем нить и обвязываем его снова. Вот видите, вот он наш столбик, и мы его закроем вот этой петелькой. Далее мы с вами будем вязать вот в этот вот столбик в промежутке. Вставляем крючок и вытягиваем. Вот так. Далее продолжаем вязать до нашего момента прибавки. Первый столбик, второй столбик, и вот она наша прибавка. И теперь вяжем вот в этот столбик, также перекрываем его, как и предыдущий. Вставляем крючок вот таким вот образом, захватываем нить и провязываем очередной столбик, перекрывая предыдущий столбик в предыдущем ряду. Вот так. Далее вот она, наша следующая петелька, и вяжем как обычно. И вот что у нас с вами выходит. Это все поправляется потом аккуратно, ровно. И уже, видите, намного ровнее наши лесенки и наши петельки. Дырочек у нас нигде не наблюдается. Теперь вам нужно провязать до вот этой лесенки нашей последней. Дальше у нас идут по прямой
никаких прибавок, убавок у нас же ничего не было. Довязываем до этой лестницы, и я покажу, как сделать обратным рядом вот здесь убавку. Итак, я дошла вот до следующей лестницы. И теперь точно так же, вот она наша петелька из предыдущего ряда, которая переходит в нашу лесенку. Вставляем крючок в нее и вяжем прибавку. Вот так. Провязываем. Обязательно это все дело подтягиваем, чтобы это все максимально аккуратно смотрелось и никаких просветов и дырочек не было. Воздушная петля. И далее мы провязываем 3 столбика по нашей лесенке. Первый столбик. Второй столбик. И третий столбик для симметрии в вершину нашего предыдущего столбика. Вот так. Вот так. Провязали. Вот мы подошли с вами к следующей лесенке. Вот он, этот столбик предыдущего ряда, который переходит в лесенку. Вставляем крючок вот таким вот образом и провязываем новую прибавку. Вот так вот. Таким же образом доходим до конца ряда, и точно так же, как и с этой стороны, мы будем провязывать обратный ряд, пряча наши столбики под столбики. Смотрим дальше. В начале 16 ряда мы точно так же убираем вот эту петельку, пряча ее под новый столбик. То есть вставляем крючок под нее же и вытягиваем новую петельку, новый столбик. Вот таким вот образом. Мы провязываем начало 16 ряда, то есть каждую прибавку, вот она ее заметна, она поменьше размером, вот эту петельку, раз, два, три, вот эту петельку. И далее мы с вами просто вяжем по кругу до конца ряда, уже ничего не убирая. Между каждыми петельками мы будем провязывать один столбик, то есть ничего уже менять не будем. Довяжем 16 ряд до конца и провяжем еще 3 ряда для закругления нашей сумки и выравнивания вот этих вот краев. Вот первая половинка сумки готова. В общей сложности, начиная от самого первого ряда вот этого вот с прибавками, получается ровно 19 рядов. Я вот провязала, смотрите, 3 ряда дополнительных после того, как мы с вами остановились. Теперь вам нужно связать еще одну такую половинку. У меня она уже готова. Вот такие вот 2 половинки получаются. Вот так это все выглядит внутри. Узор, видите, достаточно плотный и хорошо держит форму. Вот здесь, вот если у вас будет не очень сильно загибаться, вы прям не бойтесь, руками прям придавайте форму, отпарьте хорошо это все дело. Итак, соединять наши половинки мы с вами будем в 2 этапа. Первый этап мы с вами по внутренней стороне пройдемся по стороне изнанки соединительными столбиками. Делаем это для того, чтобы в процессе носки наши 2 детали не съезжали. После этого мы пройдемся декоративным швом вот по вот этой вот части, чтобы спрятать наши вот эти воздушные петельки между столбиками. Соединительным швом мы с вами пройдемся вот по вот этой вот второй части нашей воздушной петли между столбиками. Вот за вот эти вот стеночки мы будем соединять со стороны изнанки. Со стороны изнанки они, вот сюда, вот они, видите, вот она и так далее. То есть их, в принципе, очень хорошо видно, и за них мы с вами будем соединять наши половинки. После того, как мы с вами довязали наши половинки, нити мы не обрезали, и что с одной, что с другой стороны у нас с вами остались вот такие вот петельки на концах. И для начала нам нужно с вами продеть одну из петелек
Вот она петля, которую мы протягивали через столбик, и воздушная петля. Берем одну из воздушных петель с другой половинки, и нам нужно протянуть ее вот за эту половинку в начале ряда. Захватываем и вытягиваем на эту сторону. Вот таким вот образом это должно у нас с вами получиться. Далее нить подтягиваем, чтобы у нас не было никаких дырочек. И вот находим, давайте поближе подтяну. Вот она, наша следующая косичка после столбика. Вот он, столбик последний и следующая косичка. Вставляем крючок вот таким вот образом со стороны изнанки и находим следующую. Вот она, следующая косичка после столбика с другой стороны, и вставляем крючок вот таким вот образом. Далее захватываем рабочую нить и вытягиваем петельку, провязываем ее через предыдущую. Вот таким вот образом мы с вами должны пройтись до конца ряда. Смотрите, вот она, следующая петелька после столбика. Если мы посмотрим, вот он столбик, вот воздушная петелька. Вставляем крючок за полустеночку. Вот здесь вот он, следующий столбик. И вот она, следующая петелька. Вставляем крючок точно так же за полустеночку, ближнюю к нам. Захватываем нить, вытягиваем и провязываем еще один столбик. Далее вот она, следующая петелька, вставляем крючок вот так. Вот следующая петелька на этой половинке, вставляем крючок вот так. Захватываем нить, вытягиваем и провязываем еще один соединительный столбик. Далее вот она, следующая петелька, вставляем крючок сюда. Вот следующая петелька, вставляем крючок вот сюда. Захватываем нить, вытягиваем и провязываем еще один столбик. Таким образом нам с вами нужно пройтись до конца ряда. Видите, наша косичка остается внутри. И давайте я вам покажу, как это выглядит на лицевой стороне. Вот так вот. А вот эти вот наши узелочки мы с вами спрячем декоративным швом. Итак, вот мы с вами подошли к концу, и у нас закончились воздушные петельки. Вот как это выглядит с лицевой стороны. И теперь для закрепления мы с вами вставим крючок вот в эти вот петельки. Воздушные петельки начала ряда получается. Вот таким вот образом. Сначала вставляем в эту ближнюю к нам, а потом в эту. Вот таким вот образом. Захватываем нить и провязываем соединение. Вот так вот. Нить мы с вами обрежем, она нам больше не нужна. И теперь вот этот вот отрезочек нам нужно с вами вытянуть. Затянем это все дело хорошо, и вот эту вот ниточку мы с вами спрячем в вязание. Далее у нас с вами сумка получается немножко стянутая от соединительных столбиков, так как наша косичка, видите, осталась внутри. Вон она. Теперь нам нашу сумку нужно будет хорошенько отпарить, то есть мы прям хорошо пробьем паром всю нашу вот эту вот косичку соединительную и вручную будем выпрямлять и придавать ей форму вот таким вот образом, чтобы у нас выпрямились наши столбики и выпрямилась наша сумка. Вот я отпарила нашу сумку, видите, она стала ровная. То есть мы просто проходимся паром внутри и прям пальчиком вот так вот выдавливаем наш шов, чтобы выровнять вот эту вот часть нашей сумки. Вот так вот, видите, выглядит наша сумка. Везде все выровняла. И давайте теперь перейдем к декоративному нашему шву, чтобы спрятать наши вот эти вот петельки. Для этого мы вытягиваем вот эту вот нашу ниточку полностью. И давайте, чтобы сэкономить время, я вам покажу вот на небольшом отрезке, что именно мы будем делать. Мы вставляем иголку вот с этой стороны под нашу вот эту вот воздушную петельку, за которую мы с вами вязали со стороны изнанки, вот таким вот образом. То есть мы его вытягиваем полностью. И далее просто будем шить ровными столбиками
имитируя наш рисунок. Вот так. Видите? Далее мы выходим уже вот с этой стороны. Обязательно нить нашу с вами проверяем, чтобы она не перекручивалась. И вставляем вот сюда. Вот так. Далее мы вставляем уже следующую нашу дырочку. Также проверяем, чтобы шов наш не перекручивался, и вставляем уже вот сюда. Вот так. И таким образом нам нужно с вами пройтись до конца нашей сумки. И видите, мы уже с вами прячем наши петельки. И вот немножечко процесса еще покажу, и заодно закончим вместе с вами. Аккуратненько смотрим, чтобы у нас ничего не перекручивалось. Вот так вот. Сзади точно так же проверяем. Этот способ очень хорош тем, что у нас вот эти вот наши столбики не съезжают. Если бы мы с вами не сделали вот этот наш первый ряд соединительными столбиками, а просто прошили бы вот этим декоративным швом, то в процессе носки вот сумка, она бы деформировалась, и все вот эти вот наши петельки, они бы съехали, стояли бы неровно, вот так вот зигзагом, то есть они вот так бы перекосило эту сумку, и очень некрасиво бы это все смотрелось. Итак, смотрите, вот у нас последний наш столбик остался. Мы вставляем иглу вот сюда, вот так вот, нашу елочку. Здесь немножко будет сложнее вытащить. И здесь то же самое, мы, вот она, наша елочка, и вставляем с этой стороны. Далее проверяем, чтобы нить не перекрутилась. И вот наш конец готов. Далее здесь мы еще один стежок делаем для закрепления. Подтянем это все красиво. И после этого мы прячем в вязание наши ниточки. Вот так вот подцепляем и вытягиваем. Вот что у нас с вами получается. Проделываем так либо до конца нашей нити, либо до момента примерного. Вот так вот спрячем и обрежем наш кусочек. И вот такая вот сумка у нас с вами получилась. Достаточно вместительная, не сильно больших размеров. Вот такое вот соединение аккуратное, ровное, идеальный цвет, идеальный рисунок нашей пряжи. Очень хорошо подходит под такой узор. Надеюсь, мой мастер-класс был полезен вам. Узнали что-то новое, что-то интересное. Старалась максимально подробно все рассказывать и показывать. Еще раз спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пока-пока.